Всем привет, дорогие друзья! Самолет, ты можешь не лететь сейчас? Сегодня я хотела бы поговорить с вами о очень интересном факте, как обычно. Если вы никогда не жили в России, то вы не знаете такой проблемы, как отключение горячей воды. Сейчас у нас месяц май за окном, вот он, вокруг меня. И обычно в это время, либо в конце мая, либо в начале июня, иногда даже в июле, в русских домах многоквартирных, где живут все русские люди, отключают горячую воду. И у вас начинается очень интересный квест под названием «Нагрей воду в тазу и мойся, поливая себя из ковшика». Собственно, да, это проблема, с которой сталкиваются очень многие русские люди, которые живут в домах, в которых проведен водопровод от центрального котла. То есть такой котел, например, на целый район. Там греется вода на весь район, горячая вода. И эта горячая вода поступает по трубам в многоквартирные дома. Я где-нибудь ставлю здесь фотографию этого дома. В самом доме котла нет. И если, например, этот центральный котел ломается вдруг, когда-то, не знаю, даже зимой, например, то воды горячей нет у всего района вообще. Сейчас, конечно, строят дома, в которых есть этот котел, который греет воду на весь дом. И это на самом деле очень хорошо. Это, так надо было делать и раньше, как я считаю. Потому что в таких домах отключение горячей воды вообще никак не влияет на них. У них своя горячая вода. На меня идет грозовое облако, я боюсь, что мне долбанет молнией сейчас. Но если вы видите это видео, значит, молния мне не долбанула, слава богу. И то есть вот в этих домах, собственно, да, есть вот этот вот котел. Поэтому у них не отключают воду. Но у всех остальных людей воду отключают. И я, например, помню, что в общежитии, когда я училась в институте, у нас отключали горячую воду, и у нас не было возможности, например, поехать к родственникам и помыться, потому что, они живут не в Москве, где-нибудь там в Подмосковье или в дальних городах. То есть мы мылись прямо холодной водой. Это называется в России моржевание. Если вы плаваете в проруби, то вы морж. Так что знайте это, морж, моржевание. Новые слова. Но если вы живете в своем городе, как, например, мы делали в детстве, мы ездили мыться к родственникам, либо в деревню, потому что у нас в деревне свой котел в доме, в частном доме, то для нас, в принципе, это не было проблемой. Но если вдруг надо было помыться, то мы брали огромные кастрюли, заливали туда воду и ставили на газ, то есть на плиту, грели их. И для меня помыться вот из этой кастрюли было всегда проблемой, потому что в детстве у меня были очень густые волосы. Не такие, как сейчас густые. Это сейчас у меня вообще редкие волосы, я бы сказала. У меня была просто толстенная коса. И для того, чтобы ее вымыть, мне нужно было греть, наверное, 2 ведра воды. Это было просто ужасно. И волосы у меня были очень длинные, очень густые. Поэтому я ненавидела это время. Но, слава богу, гремит. Поэтому, если вы поедете в Россию и пойдете кому-нибудь в гости, попросите помыться, не удивляйтесь, если вам скажут: горячей воды-то нет, ее отключили. Я надеюсь, что эта история вас позабавила. Я желаю вам, чтобы, когда вы приедете в Россию, вы не попали под отключение горячей воды. Всех вас целую. И всем пока-пока!